Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, отношения и финансы. Венера и черная луна в соединении 28 июня. И надо сказать, вот этот день, он кульминационным считается, но мы его прочувствовать можем за несколько дней, ну и несколько дней после. Это метафизика или астрофизика, назовите как угодно, но это есть определенный математический подсчет дальней или наиболее удаленной точки орбиты Луны. И можно долго говорить на эту тему, по сути, зазеркалье. Или это то, чего на сегодняшний день нет, по крайней мере, планета это не открыта. Но, тем не менее, есть что-то, когда уже подмечено, на нас оказывает влияние. Так вот, как раз 28 числа июня присоединится к Венере, которая сейчас находится в знаке Лев. Яркий, страстный период этим летом для любви, для личной жизни. Но вот во второй половине июня кармические темы выходят на авансцену за счет вот этой черной луны или Лилит. Этот период, когда тайное становится явным, все то, что мы где-то, может быть, скрывали или думали, так, в глубине души, не хотели об этом афишировать или предполагали. Все-таки интуиция тут тоже играет определенную роль, и кто-то из нас может сказать: «О, надо же, а ведь я предчувствовал или предчувствовала». Так вот, те неразрешимые вопросы, которые тянутся долгое время, они как раз и могут выйти на первый план или словно обостриться. Желание разобрать и словно сыграть последний аккорд может быть очень сильным. Поэтому эмоциональный фон, он как будто в таком некотором дисбалансе может находиться. И от нас потребуется терпение, выдержка, где-то, может быть, и не пойти в разнос. И надо сказать, что как на отношения это будет влиять по нашей работе или по нашему бизнесу, отношения с партнерами, так и, безусловно, в личной жизни. Наша какая-то личная, любовная история здесь тоже может словно испытательный период проходить. Ко всем неожиданностям, вот таким внезапным, еще и люди какие-то могут появиться из прошлого, осложняя и без того нервозную какую-то обстановку. Или есть еще вариант, когда мы можем потратить деньги, куда-то, вот знаете, потратить или каким-то образом лишиться определенной суммы. Все-таки будьте внимательны. Вот давайте мы посмотрим, как видят карты Таро этот период для вас, мои дорогие тельцы. Конечно, будем реалистами, я всегда говорю об этом, потому что, любой прогноз – это только прогноз. Но мы допускаем развитие альтернативных вариантов, как и событий, так и нашего восприятия. Мы просто размышляем с вами, рассматривая через карты Таро ту или иную ситуацию, которая возможна в нашей жизни. Но ведь все можно изменить, правда? Две сферы жизни и две карты основные мы достанем. Но первая оценка ситуации, как видят карты, вообще вот этот период, он начнется где-то с 26 июня, если мы ориентировочно, пару дней до 28 числа берем. Ну и, наверное, где-то будет немножко полегче 3 числа, когда будет полнолуние в Козероге, 3 июля уже, и когда какие-то практичные материальные вопросы просто погасят вот этот вот энергетический, может быть, эмоциональный потенциал. Итак, идем дальше. Общая оценка ситуации. Что у нас в отношениях? Любых отношениях. Посмотрим, что нам скажут. Как и личная жизнь, так и отношения с людьми вообще, на работе, может быть. Что нам скажут? Каковы возможные неожиданности, как видят карты Таро? Каковы перспективы у этого события, может быть, чем закончится или вообще как? А может быть, какие-то плюсы будут для нас, Перспективы. И что нам будет помогать? Вот давайте узнаем. Итак, две сферы. Первая сфера открываем. Отношения. Есть то, что вас, безусловно, не устраивает. Или какая-то разочаровывающая ситуация была в прошлом. Есть, несомненно, какой-то отрицательный опыт, который вам, может быть, не дает открыться человеку, может быть, не дает поверить. Может быть, как и подсказки собственной души, интуиции, что, как-то я не могу доверять. Может быть, человек в каких-то ситуациях уже подвел. Так или иначе, вот этот наш груз
прошлого, наш опыт, он, хотим мы или нет, он в какую-то систему, словно в нашей душе уже превратился. И когда мы сталкиваемся вот с чем-то необъяснимым или то, что ставим под сомнение, вот как раз это всплывает на поверхность. Девятка мечей – это как раз не что иное, как карта ночного кошмара. И то, чего, по сути дела, нет. Это как раз где-то про черную луну или про Лилит. Но не со знаком какой-то импульсивности больше идет эта карта, а как раз когда мы можем застрять где-то в размышлениях, глубокой философии, а в общем-то реальность нам говорят другая. Для вас будет очень важно самому себе не надумывать каких-то призраков, да, там, где их нет, или не осложнять в отношениях, может быть, ситуацию. Здесь может нам что-то казаться, понимаете? Да, был его величество опыт, но для вас будет наиболее важным видеть, что по факту. Вы ведь люди как раз очень практичные, будем говорить, и понимаете прекрасно материальную, что такое материальная основа. Это наше благополучие, это вообще основа нашей жизни на Земле. Но, видимо, в этот период вас словно вот не в ту сторону есть вариант, может увести. Или, может быть, будет какое-то событие, кстати, как, например, если мы говорим все-таки это из прошлого, ведь это какие-то кармические, словно долги могут всплыть, да, и это какая-то ваша личная история, незавершенная, может быть, или из той истории, когда вы думали, вы с человеком уже разобрались, и поставили уже, расставили все точки, все акценты, все говорили, но здесь почему-то может что-то словно всплыть заново. А может быть, у кого-то это еще и из-за усталости, мои дорогие тельцы. Уставшие люди делают ошибки. Тут действительно из-за усталости нам иногда и померещится что-то может. Но мы не всегда правильно можем вот так холодным умом, рассудком оценить обстоятельства нашей жизни, когда мы устали. Это психика человека так работает. И поэтому это тоже надо учесть. Поэтому где-то не провоцируйте, отдыхайте полноценно, чтобы иметь все время ясную голову. Чтобы вы словно самому себе, самой себе могли в нужный момент сказать: так, стоп, я вижу по ситуации, я отключаю эмоции. Вот это, наверное, кульминационный момент. Это у нас про отношения. Хорошо, а что же, откроем сразу, что у нас по финансам? А по финансам есть какие-то задержки. Или есть какая-то работа, может быть, которую вы сейчас исполняете, и так вот тоже могли подустать, правда, есть какой-то элемент усталости, или в двух словах говоря, мне это надоело. И это опасное состояние в том плане, что вот развернемся так, да, телец ведь тоже терпит очень долго. У вас терпение сказочное. Но в определенный момент вы можете сказать «нет» и не развернуть тельца никаким образом в обратную сторону. Вы не измените свое мнение. И вы знаете, не побоюсь этой фразы, все к чертям можете послать. Есть опасность, потому что есть какая-то рутина. Что-то, как мы говорим, достало. Уже, может быть, и не очень публичное слово, но лучше не скажешь, можно еще других с десяток подобрать. Но это именно какая-то последняя точка, когда может быть точкой невозврата, поэтому будьте аккуратны. По умеренности есть просто конкретно это старший аркан, то, чего вы, мои дорогие тельцы, не можете изменить, понимаете? И карта нас призывает как раз к эмоциональному балансу. Но я не знаю, у каждого своя история. Может быть, этот самый баланс телец уже удерживает из последних сил. И уже мечтает, когда же это все закончится, когда уже будет какой-то поворотный момент. И поэтому будьте внимательны к самому себе, чтобы, правда, в какой-то разнос не пойти или не сказать все, что вы думаете. Может быть, и человек этого заслуживает. Наверное, самое главное, мы себе не должны навредить. Неожиданности. В неожиданностях королева кубков часто это бывают наши партнеры по браку, или мы вместе проживаем с человеком. Это кто-то, может быть, из наших семейных, из близких. Проигрывается однозначно с девяткой мечей личная жизнь. И есть какая-то либо досада, либо есть недоверие, либо есть еще что-то, что тельцу совершенно не нравится. Но, скорее всего, он пока еще терпит. Я могу сказать так. Давайте посмотрим, каковы перспективы.
А есть, знаете, либо недопонимание, либо человек, может быть, ваш близкий, чем-то вас удивил, ну так, не очень приятной какой-то стороной своего характера. Или посредством, может быть, вашего партнера к вам пришла какая-то новость, которая вас где-то могла выбить словно из колеи. Или очень много информации, много сплетен, мои дорогие. Такое тоже может быть. По этой карте пятерка жезлов – это информационный хаос. Когда, в принципе, нет чего-то упорядоченного, нет какой-то логики. И в итоге может создаться впечатление: я бегу по кругу, вроде бы, но я бегу не туда. И как выйти из какого-то замкнутого круга? Или как объяснить человеку, например, да, нет какого-то решения? Как подобрать, может быть, нужные слова? Или найти это самое взаимопонимание? Вот просто патовая какая-то ситуация, когда я бы и рад, может быть, изменить. Но вот как это сделать? Совершенно непонятно. У кого-то подобное, может быть, и по работе. Давайте, хотя все-таки нам больше карты говорят про личную жизнь. Хотя, кто знает, может быть, ваш партнер по бизнесу или руководитель как раз либо рожден под знаком зодиака стихии воды, или имеет асцендент там. Вполне вероятно, тогда тоже какие-то есть контакты. В неожиданностях, это знаете еще, ведь это карта интуиции наша и мудрости. У кого-то, может быть, правда, приходит новость, а я уже как будто это предчувствовал. Или вы можете в этот день или в эти дни, например, могут как раз произойти те события, которые вы как будто предполагали или предвидели. И вы можете так задуматься: елки-палки, что ж происходит, если действительно я тут как гадалка, да, и где-то уже как будто знала, для меня это не совсем новость, и тут неизвестно, от чего мы больше будем шокированы, либо от этой новости, либо от того, что в принципе мне как будто Вселенная через мою интуицию уже давала подсказки, и я теперь больше удивляюсь своей прозорливости, нежели вот этой новости. У кого-то тоже так проиграется. Давайте посмотрим, что нам помогает. Знаете, по этой карте, когда двояко, безусловно, вообще я бы сказала, когда мы все-таки не участвуем в каком-то конфликте. По семерке жезлов у нас хватит сил парировать, себя защищать. Ну, наверное, сказать не в бровь, а в глаз, если это будет необходимо. Но вопрос целесообразности стоит по этим двум картам. Что пятерка жезлов – это информационный хаос. Что семерка жезлов – карта соревнования, но нам тоже говорят, а нужно ли в нем участвовать. Мы как будто ничего не докажем. А вы знаете, дело в том, что если даже начнем парировать, человек словно войдет в раж. И начнется такое, что мы уже где-то не контролируем. Такой момент тоже может быть. Мы можем столкнуться с таким человеком. У кого-то это в личной жизни проиграется, у кого-то это может с коллегами проиграться. Какая-то рабочая ситуация вполне такая может сложиться. Она именно будет иметь где-то корни из-за того, что либо даже какая-то информация ошибочно или быстро меняющаяся, или у кого-то нервы сдали, и он уже все, что думал, выплеснул. И как в поговорке, да, вместе с водой выплеснули ребенка. Вот поэтому будет важно очень не включаться. Наверное, кто промолчит, тот будет и прав. Поэтому где-то берегите себя. Но вы можете быть тоже втянуты в конфликт совершенно случайно. И поэтому, мои дорогие тельцы, для вас нужно быть великим манипулятором. Очень хладнокровно оценивать обстановку. Если нам бросают перчатку, мы ее не поднимаем. Давайте мы посмотрим, каковы неожиданности, что у нас по финансам. Паш мечей – это может быть какая-то ситуация по деньгам, в которой вы хотите получить какую-то ясность. Часто по мечевым картам проходят у нас в первую очередь какие-то учреждения, но не всегда по пажу. Паж – это у нас где-то наши больше мысли или новости, события, или ту информацию, которую мы ищем. Иногда проходят дети или какой-то вопрос, который связан, может быть, буквально с проплатами, ну, к примеру, за детское обучение. Или какая-то есть тоже необходимость что-то оплатить. И вы ищете информацию, как это сделать. Нам уже сказали, что есть какая-то
ну, ситуация, которая тельца не устраивает. И значит, мы попросту можем искать информацию, как выйти из какой-то создавшейся ситуации. Но вы знаете, я не могу сказать, что это какая-то тут и неожиданность. Скорее всего, тут больше вы молодцы, смотрите так хладнокровно. Может быть, вам и тяжело где-то дается, потому что с картой умеренности какая-то, правда, ситуация затянулась, ее как будто хочется решить. Может быть, и новость придет, которую тоже придется воспринять вот так рационально и вполне вероятно принимать какое-то решение. Давайте на каковы перспективы. Могут сложиться так обстоятельства, это у нас карта колесница, и здесь 50 как бы на 50 бы, но хотя в этой колоде тут как раз больше нам говорят, это карта удачи и успеха. Но если мы возьмем значение остальных колод, то нам буквально придется, может быть, отправиться куда-то для того, чтобы решить какой-либо вопрос. Или по какой-то причине финансов нам придется совершить переезд. Или нам приходится совершить поездку или переезд, и у нас вопросы финансов стоят все равно на первом плане. Я надеюсь, конечно, для всех, для большинства проиграется как какая-то удачная возможность именно по финансам. Вот в этот короткий период, я так надеюсь. Может быть, правда, Его Величество случай нам как будто помогает. У кого-то может проиграться, что нам кто-то приходит на помощь. Вполне вероятно. Но с учетом старшего аркана я могу сказать, что вы найдете способ, мои дорогие тельцы, как-то исправить кардинально положение. И даже если еще как будто нам что-то темновато или стоит какой-то вопрос финансовый на паузе, или от вас не зависит, все-таки у нас живет умеренность, старшие арканы, есть какая-то обстановка, объективная реальность, по которой вы не можете осуществить желаемое, кто-то не может получить деньги, деньги, может быть, реально задерживаются где-то, не срабатывают какие-то электронные системы, может быть, или что-то с документами там не клеится, ну, тысяча, может быть, а то и миллион всевозможных причин, но это те причины, которые не по нашей вине, а когда мы вынуждены чего-то либо дожидаться, либо как-то не можем повлиять вот с той скоростью, как мы бы хотели, или изменить вот прямо так кардинально, с учетом именно какой-то обстановки мы должны действовать. И здесь ведь может, несмотря на то, что какая-то ситуация у нас словно затягивается, и может быть вы уже держитесь так из последних сил, но я так больше понимаю эту карту, что это ведь у нас на перспективу, и значит где-то ближе, может быть, начало июля у нас словно выход, какой-то квантовый скачок вы можете сделать для себя в плюс именно по финансам. Давайте посмотрим, что нам помогает. А правда, нам может прийти какой-то человек на помощь. Поэтому, если будет патовая ситуация с деньгами, найдется человек, который нас поддержит и словом, и делом, и деньгами тоже. Для кого-то из вас это ваш новый проект, или вы что-то тут поменяете тоже. С чем-то вы здесь разбираетесь и словно или ставите что-то для себя уже на чем-то точку, получаете уже результат. И после этого, ну, я не могу сказать, что вы меняете направление, но есть элемент какой-то новизны, как будто вы начинаете что-то, ну, где-то чувствуя себя новичком. Или чувствуя себя, что, ну, я как с какой-то нулевой точки отсчета опять начинаю. Хотя дело-то может быть как раз то, которым вы прежде занимались. Значит, либо обстоятельства, либо законы, либо бумаги, либо какие-то события, которые вас окружают, они могут поменяться и вынудить вас тоже что-то изменить, как в плане финансов, так и, может быть, зарабатывание денег тоже. Давайте подведем итог, как в целом вот этот период, я не могу сказать, что он такой однозначный, и у каждого, я надеюсь, все будет спокойно. То есть это всего лишь второй прогноз. И нам выпадает рыцарь кубков, знаете, хорошее настроение. То есть, видимо, какие-то элементы со знаком минус, они будут совсем временные. Это первое. А с другой стороны, есть человек, который нас готов поддержать. Это может быть как близкий наш человек, а может быть и очень добрый друг. Может быть, это какой-то дельный совет человека или конкретная помощь. Но это может быть еще и значение такое, что нам как будто удается примирить какую-то или разобраться, может быть, в какой-то своей личной истории, нас это порадует. Есть определенно то, что нас вдохновит. И каков бы ни был
тяжел период или, может быть, эмоционально где-то сложно себя сдержать. Будет баланс и равновесие, потому что что-то доброе, светлое, радостное стремится на наш порог. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы.